Всем привет! Вы на канале minsktoys.by, меня зовут Александр, и сегодня хотел бы рассказать вам про игрушку, которая называется «Рисуй цветом». К нам пришла идея снять этот ролик, потому что многие из наших покупателей задают нам вопрос: как отличить оригинал от подделки? В чем разница? Как выглядит А3? Какой размер у набора А4? На все эти вопросы мы постараемся сегодня ответить. Посмотрим разных производителей, посмотрим, в чем разница между наборами. Перед тем, как начать обзор, я хотел бы познакомить вас с разными производителями. Кто выпускает их, где они находятся, чтобы у вас сложилось понимание четкое при покупки. Значит, первым делом хотелось бы рассказать про производителя «Рисуй цветом». Он так и называется, мы можем посмотреть, это их зарегистрированная торговая марка. Находятся они в Российской Федерации, в городе Кирове. Если вы возьмете упаковку там, в магазине или, возможно, при доставке курьером из интернет-магазина, вы можете вот здесь перевернуть и прочитать, кто производитель. И, кстати говоря, здесь же на обратной стороне упаковки они указывают сертификат, то есть номер сертификата, под которым проходили испытания этой игрушки. Следующее, значит, есть еще один оригинальный производитель, здесь у меня он не представлен, он называется Freeze Light. Это тоже российское производство, тоже находится в Кирове. Есть такое мнение, что раньше была одна компания, потом они разделились и начали выпускать продукцию каждый под своим брендом. И третий, наверное, знакомый большинству производитель, китайский. У меня он здесь представлен вот в таком виде. Кстати говоря, они взяли в Китае, скопировали упаковку оригинальную от набора Freeze Light. Он выглядит точно так же. Единственное, здесь, даже здесь написали «сделано в России», на самом деле сделано в Китае. Вот. Но упаковка очень похожа, и вот этот логотип прям один в один. Мы сегодня откроем, посмотрим всю разницу. Далее, по форматам. Всего существует три формата наборов. Первый, наверное, самый популярный, самый востребованный, это формат А3. Вот такой. Формат А3. Значит, что такое вообще формат А3? Я отвечу на этот вопрос. Все дело в том, что нам приходится на него отвечать практически каждый день по телефону. Значит, А3 формат — это два листика А4, обыкновенных А4 листа. Если вы возьмете вот так, приложите один, приложите второй, вот вы получите размер вашего планшета, самого планшета. Значит, разобрались. Это у нас формат А3, самый большой формат, который производится на сегодняшний день. Второе, это у нас будет формат А4. Если вы возьмете просто обычный лист А4, вот так вот прикладываем, получаем планшет. И еще один формат, это формат А5. Здесь у меня нет образца, чтобы вам показать, но я вам примерно продемонстрирую размеры, какие у этого набора. Мы берем обычный лист А4, складываем пополам, и вот такой получаем планшет. Вот такого размера. Значит, по комплектации. Бывают всего три вида комплектаций. Первая — это стандарт. Вторая — это премиум. Это оригинальные. И бывает еще китайская комплектация. Мы ее рассмотрим чуть позже, когда будем распаковывать. Я вам покажу и расскажу, в чем их разница.
Значит, в стандартную комплектацию оригинальную входит планшет, ручка и трафарет. Все. Есть еще также комплектация премиум. Вот у нас прямо на коробочке написано премиум. Значит, помимо стандарта сюда входит еще подставка и чехол. Очень удобный, чтобы можно было аккуратно положить планшет, трафарет и ручку. Там есть специальные кармашки, обязательно покажу вам. Вот, значит, что касается китайской комплектации. Здесь как вам повезет. Все дело в том, что они бывают комплектуются двумя ручками, трафаретом и планшетом. Бывает иногда, что туда кладут одну ручку, трафарет и планшет. Бывает, что трафарет азбука, то есть буковки. Бывает, что просто предметы какие-то, транспорт, там, корабли, машинки и так далее, домики. Вот, поэтому как повезет, это китайцы, там как у них получилось, так и положили. Давайте приступим к распаковке и посмотрим, что в каждой коробке находится, как это работает и в чем, собственно, разница. Давайте начнем распаковку, посмотрим, что в наших наборах, в чем разница между наборами. И, пожалуй, начнем со стандарта. Я буду распаковывать формат А4. Все будет то же самое и в формате А3. Все дело в том, что мне так будет удобнее. Стандарт. Оригинал. Что же у нас там? Кстати, расскажу вам одну историю. У нас покупатели заказали эту игрушку и через буквально день звонят, говорят: ай-яй-яй, у нас в оригинале нету ручки, нам не положили ручку. Вот. А вся фишка в том, что ручка, вот она, видите, она никак не выпадает, ее надо оттуда. Вот она. А в оригиналах, это первая отличительная особенность, ручка упаковывается в отдельную упаковку. То есть она в коробочке в такой. Вот. Открываем коробочку, достаем ручку. Вот такая ручка. У нее здесь предохранитель. Для батареек нужно будет его тоже извлечь. Так, дальше. Что у нас тут? Положим пока тут. Итак, стандартная комплектация. Сам планшет формата А4, трафареты и ручка. Обычная ручка, световая. Вот такая ручка. Кстати говоря, в некоторых китайских вариантах лежит ручка с обычным светодиодом. В оригиналах светодиод ультрафиолетовый. Значит, да, у нас как раз таки попался набор с алфавитом. Так, это в сторону, чтобы нам не шуршало. Значит, что у нас идет в подделке? Ручка очень похожа. Вы можете сравнить. Прям очень похожа. Точно так же предохранитель. Вот так светит. Инструкция на русском языке. Все прям как положено. Как батарейки менять, как рисовать. Трафарет с буквами. Здесь нужно повыдавливать буковки. И будет трафарет. Можно изучать. И планшет. В чем же, собственно, разница? Самая принципиальная разница. По нашему опыту, первым страдает планшет. То есть быстрее всего выходит из строя. Его можно положить на кровать.
кто-то сядет неаккуратно, его можно уронить, его можно поцарапать, его можно чем-то сверху придавить. Неаккуратно здесь появляются такие, как трещинки, и, в принципе, его можно выбрасывать. Для этого в комплектации премиум и служит чехол. Да. Значит, в подделке. В подделке вот так выглядит обратная сторона. Тут полезные советы, как рисовать, на каком расстоянии держать ручку от планшета и так далее. Значит, первое отличие. Это материал самого планшета. В подделке он сделан из прессованного картона. Толщина небольшая. Вот, значит, в оригинале это пластик. Такой плотный, добротный пластик. Если мы вот так возьмем два, сразу видно, что разница существенная. Значит, давайте посмотрим, что у нас лежит в премиум комплектации. Вот, значит, не оригинал. Кстати, у неоригинала китайского есть еще один очень интересный бонус. Вот эта ручка светящаяся, кстати, многие об этом вообще даже не знают. Она открывается, и здесь есть маркер. Им можно что-то нарисовать на обычной бумаге. И потом, когда вы светите светодиодом, вот эта надпись, она будет проявляться. Такого своего рода шпионские чернила. Давайте посмотрим комплектацию премиум. Вот сама непосредственно подставка. На ней инструкция, как ее сложить, как ее собрать. Обычный картон. Давайте соберем. Здесь все указано стрелочками, все понятно. Какой плотный картон положили. Вот, то есть сама подставка. Инструкция. Трафарет. Видите, да? То есть трафарет совсем другой. Здесь уже домики, солнышко, самолетики, деревья, кошки, собачки. Ручка такая же абсолютно, как в стандартной комплектации. Планшет. Тоже А4. Но немножко здесь по-другому нарисовано. Видите, как такая разница. И чехол, о котором я говорил раньше. Давайте попробуем порисуем, сравним подделку и оригинал, насколько велика и существенна разница в конечном рисунке, и стоит ли переплачивать, или может быть действительно стоит. Давайте немного порисуем. Я положил слева оригинальный планшет, справа подделку. Соответственно, ручки я тоже буду использовать из каждого набора по отдельности. Как мы видим, на оригинале рисунок ярче и держится он дольше. Я хотел бы сказать пару слов о том, для чего мы вообще сняли это видео. Наверное, задачей номер один мы поставили для себя оградить вас от недобросовестных продавцов. Все дело в том, что оригинал и подделка выполняют свои функции игрушки. Подделка чуть хуже, материалы попроще, оригинал лучше, но цена между ними разнится больше, чем в 2 раза. И некоторые продавцы продают
подделку по цене оригинала. И многие люди не могут визуально отличить, в чем же все-таки разница. Выбирайте интересные и качественные игрушки для своих детей. Всем пока!